Что будет с моим организмом, если 3 дня питаться только дарами моря? Я прилетел во Владивосток и решил устроить 3-дневный эксперимент. Питаться только морепродуктами. Сразу предупрежу, я не успел сделать стартовые замеры, ни вес, ни обхваты. Поэтому будем отталкиваться от того, как я выгляжу в первый день на видео. А вес возьмем, который я делал прямо перед перелетом. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и давайте пробовать дары Приморья. Наконец-то солнце, которое реально припекает. Первое впечатление — это жара. Настолько было жарко, что футболку я снял прямо у аэропорта и дальше ехал без нее. Первая точка после прилета — это дом моих родителей. Заехал в гости и сразу получил целый набор дальневосточных ништяков. Дары Приморья не заставились ждать уже. Тут и рыба, и икра, и все то, за что я так люблю это место. К вечеру мы добрались до дома. Недолго думая, перекусили немного соленой красной рыбкой, чисто разогреть аппетит, и решили сразу поехать купаться. Короче, мы только приехали, хотели поехать на море сразу. Оказалось, шорты я забыл дома, купательные, как обычно. Короче, выделили мне шорты временные, пока новые идут доставкой с Азова. Море мы не видели уже 2 года, и сдерживаться не было сил. Приехали на берег, залезли в воду, и тут внезапный подарок. Вода оказалась невероятно теплая. Собака, как обычно, решила, что меня нужно спасать, плавает вокруг, суетится, пытается тянуть к берегу. В общем, много смеха и радости. Для первого дня идеальный перезапуск. Вечером семейное застолье. На столе крабы, креветки и снова красная рыбка, которую солит Кристинин дедушка. Мы плотно поели, наелись досыта и отправились спать, потому что впереди нас ждет еще 2 насыщенных дня. На следующий день проснулся очень рано. Акклиматизация. 5 утра, мы 3 часа как уже не спим, как говорится, акклиматизация во всей красе. Разница с Москвой целых 7 часов. Организм реально борется. Завтрак озвучивать не буду. Там и так все красиво снято. Вы увидите на кадрах. Скажу только одно. Сочетание краба, красной рыбы и камбалы — это что-то невероятное. Камчатский краб — это то, что должен попробовать каждый в своей жизни. Если бы вы тоже так позавтракали, то обязательно ставьте лайк. Дальше я захотел потренироваться и пошел пешком на ближайший пляж. Короче, мы пришли на море вместо тренировки на турниках. Я хотел с утра пойти на турники позаниматься, но потом я решил, что нет лучше тренировки, чем пойти просто часик поплавать. Еще вчера почувствовал, насколько я отвык от воды. Плечи и руки после купания были прям забиты. Плавал опять вместе с собакой. Так веселее, да и она не может усидеть на берегу, если хозяин в воде. Такая у нее натура. Спасать всех и всегда. В перерывах между купанием попробовал отжаться на берегу и еле-еле сделал 10. Плечи уже отказывали. Решили сворачиваться и идти домой опять пешком. Мы забыли купить воду, на улице жарко, но я, как обычно, взял себе энергетик без сахара, и у меня осталась вот такая банка. Мы же не в городе, здесь можно и водичку в родничке набрать. Родниковая вода самая чистая, самая вкусная, самая бесплатная, холодная. И в городе вы такого точно никогда не найдете. Пришло время открыть посылку, которую вчера забрали у родителей. В первую очередь селедка. Решил ее запекать. Почистил, и приятный сюрприз. Внутри икорка. Быстро замариновал лук, вернул икру обратно, нафаршировал селедку этим луком, выложил на противень и отправил запекаться. А пока селедка готовится, нужно разобраться со второй добычей. Там была свежая красная рыба. Сделать ее на завтра, чтобы завтра утром можно было изумительно просто позавтракать. Вот это мы убираем в сторону, чуть позже лайфхак покажу офигенный. 3 ложки соли и 1 сахара. Больше ничего не нужно. Как и обещал, самое интересное. Хребет у свежей рыбки — это самая лучшая часть, которую только можно использовать. Берем ложечку и вытаскиваем все мясо, которое здесь есть. Это моя самая любимая закуска. Честно, обожаю ее больше всего на свете. Когда все было готово, сел, с удовольствием все съел. Вечером очень захотелось понырять за ежами. Но не задача, прямо перед моим приездом шли обильные дожди, и вода стала сильно мутной, плюс море штормило. Приехали на пляж, и я сделал пару попыток, но ничего толком не видно, потому что вода очень мутная. В итоге достал всего 2 ежа и решил не мучить ни себя, ни море. Ну чё, как-то так, короче. Такие волны нырять вообще невозможно. Тебя ж кивает из стороны в сторону. Вода еще мутная после дождей. Оставил это дело на следующий день. На следующий день мысль по-любому понырять нормально меня не отпускала, поэтому завтракать не стал, сразу сели в машину и поехали на пляж за несколько десятков километров от дома. Приехали мы с самого утра на Шипалово, сейчас нырнем и позавтракаем вот так вот просто шикардосно. Там у друзей взял снаряжение, ласты и маску и пошел в воду.
Этот пляж на другом побережье, и здесь вода почти всегда идеально чистая. В этот раз получилось понырять на ура. Вообще, я не занимался фридайвингом уже 7 лет. И вот это ощущение, задержка дыхания, тишина, свет, который ломается в воде. Для меня это, наверное, был самый счастливый день за последние годы. Я даже принял решение, в ближайшую неделю буду нырять каждый день и все это снимать на видео. Так что, если интересно за этим понаблюдать, ставь колокольчик, чтобы не пропустить видео. У меня немножко ежиков, тут вот есть серые ежики, вот такие, есть королевский ежик. Говорят, они ядовитые, но нам как бы похеру обычно. Одного можно съесть, ничего страшного не будет, они вкусные. Главное, чтобы иголки вот эти в тело не воткнулись, потому что они токсичны. Выложил ежей прямо на ласты, аккуратно вскрыл их ножом, и мы с Кристиной устроили завтрак на берегу. Дальневосточный завтрак, черный чай, ежики. Честный, простой и очень вкусный момент. Пока завтракали, к берегу подплыли рыбаки. Я решил, что грех не попросить у них свежую рыбку, потому что ужин я еще не придумал. Сегодня на ужин будет треска свежая, выловленная только. Вот, прям сними, поняли, мужики стоят, красавчики. Добродушные. У нас все такие тут люди в Приморье. Короче, вот здесь я жил все детство, вот в этом, вот рядом вот с этим угольным портом. Дышал вот этим углем, короче. И вот сюда я каждый день ходил гулять. Сходил на Озон и забрал шорты. В находку пришли они всего за 2 дня. Ну и как обычно, я их оплачивал Озон картой, поэтому они были со скидкой. Если хочешь поддержать канал, то тоже можешь оформить Озон карту по ссылке в описании. Так, что, нам на море, короче, подарили целую треску, и сейчас мы ее быстренько приготовим. Будешь громыхать здесь, я тебе больше вообще еды не дам. Поняла меня? Разделал ее сразу, внутри оказалось 150 граммов печени. Это отдельная радость. Вот это самый деликатес, это печень трески. Готовили так. Саму треску порезал, почистил и отправил на электрогриль. А печень на сковородке без масла, потому что она и так жирная. Печень это вообще кладезь, омега-3, полезные жиры. Самое то после активного дня. Ужин получился просто бомбический. В какой-то момент я даже перестал пользоваться вилкой и ел просто руками, как первобытный человек. Настолько это было вкусно. Это великолепно. Итак, 3 дня полностью на морепродуктах, и мне это зашло. На 4-е утро я встал на весы. До вылета из Казани я весил 69 килограмм, а сейчас 66,5, минус 2,5 килограмма, без жестких ограничений по объему еды, просто море, движение и честный аппетит. Этот мини-эксперимент еще раз напомнил мне, за что я так люблю Владивосток. За продукты, за людей, за море и возможность нырять тогда, когда тебе хочется. Я останусь здесь еще как минимум на месяц, так что контента будет много. И да, дальше у нас новый эксперимент. 7 дней фридайвинга. Буду каждый день нырять и показывать вам, как меняется техника, дыхание и ощущения. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить.